Чем отличается Казбек с севера от Казбека с юга? Юг – это солнечная Грузия, вино, хинкали и Степанцеминда. Север – это аэропорт со страшным названием Беслан, школа номер 1, серое небо. Кажется, что всегда серое. Юг – это подъем на Mitsubishi Delica к Троицкой церкви в Гергетти, ключи от машины, оставляемые под бампером, и незнакомая, но с первого взгляда доверяющая вам собака, идущая с вами от машины до самой вершины. Север – это Кармадонское ущелье с засыпанными селем тоннелями, мертвый поселок Кармадон и пограничники, охраняющие невесть от кого рубежи нашей великой Родины. Какая-то мрачная получается картина. Ну давайте сходим на Казбек вместе с нами с севера, тогда и будем выводы делать. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Не покидать свои места, сидеть дома и соблюдать самоизоляцию. Поэтому мы опять в масках. Мы опять нарушаем. Да. Большие города. Приключения начинаются тогда, когда идеи приходят в твою голову. Но на этот раз идея пришла в голову не мне, а моей дочери. Ей снова захотелось сходить в горы. Точно? Я вам не верю ни тому, ни другому. Учитывая, что пандемия обнулила все наши грандиозные горные планы этого сезона, ее предложение легло на благодатную почву. К тому же встретить день рождения дочери с нею вдвоем было приятным дополнением к рождающемуся приключению. Аэропорт Владикавказа, ждем мужика на Неве. Готовы к бою и к подвигам. Первое, что пришло в голову – Килиманджаро. Ведь с 1 августа открыли авиасообщение с Танзанией. Но подумав, что Кили это не по-настоящему, и что за такие деньги можно и на Манаслу сходить, я начал искать другие варианты. VIP. Вот это та аутентика, которую я ждала. Дорога, все. Вот такая хрень туда проедет, а. Вот такая проедет. Хороших идей было немного. Эльбрус переполнен и с юга, и с севера, да и был я там не раз. Оставался вариант с запада или Казбек. Короче, это мы едем в МЧС. Руслан придумал регистрироваться. Что значит придумал? Мы, граждане Российской Федерации, должны соблюдать законы. Это все здесь, это МЧС. За мною зажигали города, глупые чужие города. Там меня любили только меня. 180 человек, говорят, там наверху сейчас. Офигеть. Это же много. Было 230. Для ютуба? Да. Да так, снимаем для себя пока. Потом посмотрим. 85% был лед, вот он растаял. Растаял, да? 85%. Высота была 150 метров, ширина 300 метров этого ледника. Вот он в каньон, этот Кармадонский, вот как-то упал, и скорость у него была, говорят, до 250 километров. Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодым. Вот в этом здании, корпусе уже положили и плитку, и все, и
Горбачев развалил Союз. На Казбек нужен погранпропуск, который делают 15 рабочих дней. Мы решили рискнуть, хотя в запасе оставалось всего 10 дней, и то календарных. И мы не прогадали. Друзья, если вы гражданин России, получаете пропуск прямо на заставе в поселке Кармадон. Работают они круглосуточно, и получение вряд ли займет более получаса. Вот еще один человек идет за пропуском на Казбек. Здрасте. Привет. Тоже на Казбек? Да, на Казбек. Пропуск есть? Конечно же нет. Говорю, сейчас будет. Сейчас все будет. Приготовьте заранее ксерокопии паспорта и заполните заявление. Форма на сайте ФСБ. К слову сказать, пропуск, который я заказывал онлайн, не пришел, хотя уведомление по электронке я получал дня 3 назад. Как бы то ни было, мы быстро получили свежий пропуск и двинулись вверх по убитой лесной дороге. Проехали село Тминникау, да? 1700 метров. Некоторые, кто приехал поздно, ночуют в этом селе. Здесь домики есть для ночлега. Кстати, сошедший в 2002 году ледник Колка Тминникау оставил нетронутым. Водитель довез нас до шлагбаума на высоту около 1700 метров. Тем самым мы сэкономили часа полтора пути. По дороге мы купили осетинский пирог. Всем рекомендую попробовать. Перекусили и двинулись в путь. Ну вот, братцы, теперь-то это настоящий поход, а не какой-то там лайтовый Монблан. Теперь надо тащить. Ну как настроение? Ой, отлично вообще. Нормально, если бы вы не вывесили меня с этим рюкзаком грёбаным. Вот я, если честно, кайфую от того, что я вообще в горах очутился. Как меня достал этот Екатеринбург, блин, вы бы знали. Да, друзья, скажу, я вам тоже кайфую. Жаль, что серии про Белуху затянутся, но зато будут серии про Казбек. Надеюсь, что-то у нас получится. Я искала тебя годами долгими, искала тебя дворами темными. Пропуск оказался настоящим, и погранцы нас пропустили в 5-километровую приграничную зону. Сегодня идея дойти до какой-нибудь хорошей площадки и ручья и там заночевать. Ну что, Ослик, дотянешь нам до верха? Или ты вниз идешь? Он что, один? А как он понимает, куда ему идти? Ну тропа-то одна. Вау. Пошли. Если вам неохота тащить свой рюкзак до верхнекармадонских ван, то можете доверить это лошади или ослику за 5000 рублей. Вот посмотрите, ребята, кто ходит без пропусков. Как камеры видеонаблюдения. Из окрестных кустов большой брат наблюдал за нами. Идти по такой тропе было одно наслаждение, но заморосил дождик, и мы задумались о месте для ночлега. Вон я вижу ручей, видишь? Вот у него стоять. Тут недалеко. Просто оттуда, на самом деле, до ванн остается минут 40. Но на ваннах Народ. сейчас там фули. А так мы утром придем и будем в лакшери. Ну завтра по-любому день отдыха. Слушай, вы вообще В смысле? День отдыха. Ну на ваннах. На ваннах, да. Да, На ваннах. потом- Не, ну просто мы от этого лагеря до ванн дойдем там час-полтора. Завтра же суббота, надо отдыхать. Ты совсем как во сне, совсем как в альбомах, где я рисовала тебя гуашью. Офигенное место. Нет, да
давайте тут. Давайте я здесь, посижу, потому что мы вот сейчас приберемся, будем тут одни. Да. А завтра мы утром встанем, там как раз начнут сниматься, наверх идти. И мы придем как раз и на кайфовое место. Ну, я согласен. Что, уважаемые подписчики, мы не дошли до ванн, потому что мы интроверты, и вот они в данный момент ставят палатку. Я, правда, новичок в съемке, видите, я херово снимаю. Вот, по мне так лучше вот так вот снизу взять. Ставится палатка какая-то модная, они ею понтуются. Мы нашли классное место недалеко от ручья. Поставили палатку, поужинали. Хотя дождь и не прекращался, но и не свирепствовал. Спасибо ему за умеренность. В этот день мы прошли совсем немножко, но план все же перевыполнили. На завтра предстоял короткий путь до Верхнекармандонских ванн. Ну да, завтра вообще chill day. Ну ладно, братцы, давайте спокойной ночи, мы пошли спать. А что, Я так понимаю, конец первой серии. Нифига себе ты. То есть тут будет 8 серий на Казбе? Нет, братцы, не переключайтесь. Такие короткие серии не мой стиль. Сейчас я поведаю вам про следующий день. Я люблю в походе вставать рано, раньше всех. И пока никто не мешает, поснимать, как просыпается природа, поразмышлять. Хорошие ручьи пересохли, поэтому пришлось идти за водой за 3-9 земель. Пока все спали, я сгонял за водой, но было промозгло и сыро, и я еще на пару часов нырнул в палатку. Ура, ребята! Солнце! Прогноз сбывается. Самое главное, поспали 13 часов. Вот оно! О, Казбек видно! Ё-моё! А что это? Ну это вот плато, но это не Казбек. Казбек слева за горой, вот ОЖД вот пик вот. Мы легли на дно, мы зажгли огни. Во вселенной только мы одни. Гни свою линию, гни свою линию, гни свою линию, горят огни. Вот ведь как все поворачивается в жизни. Коронавирус, запрет на поездки, а я уже в 3-м походе за полгода. Нет худа без добра. И не беда, что рухнули планы на высокие горы, качество переросло в количество. По большому счету, высота, сложность и другие категорийные признаки для меня не столь важны. Гораздо важнее попутчики и атмосфера, погода и локации для съемки пейзажей, непредвиденные ситуации, которые могут возникать в любых горах и которые надо решать. Сегодня у нас день отдыха. Проспали 12 часов. Утром выглянуло солнышко. Все просушили, позавтракали. И идем на ванны. Сегодня хорошую погоду обещали. Сверкают звезды, все так сложно, все так просто. Мы ушли в открытый космос. Итак, планы, пришедшие в голову моей дочери, начали сбываться для нас троих. Мы уже часа на 3 отдалились от цивилизации. Идеальный горный маршрут для отдыха мозга – тот, в котором нет интернета, а лучше тот, где вообще нет телефонной связи. Ведь если я могу отключить телефон, что обычно и делаю на отдыхе, другие пытаются оставаться на связи, постят фоточки и сторис при любой открывшейся интернет-возможности. Так вот, Казбек с севера, в отличие от юга, пока еще лишен этого зла под названием мобильный интернет. И мы могли наслаждаться природой, обществом друг друга и тяжелыми рюкзаками. Ну как? Нормально, появились первые горячие источники. В этом мире
не отходя от компьютера с 8 утра до 11 вечера. Уходя в горы, мы пересекаем черту, за которой остается рутина, и погружаемся в область ярких впечатлений, которые, скорее всего, останутся с нами на всю жизнь. А камера мобильного телефона, квадрокоптера или фотика поможет остаться этим впечатлением более яркими, зафиксировав их, впоследствии поделиться с другими. Если есть туалет с надписью «Свободно», значит мы куда-то пришли. Одной из изюминок восхождения на Казбек с севера является наличие на маршруте верхнекармадонских ванн, уникального природного спа. Известны эти горячие источники еще со второй половины 19 века, но периодически их стирают с лица земли различные природные катаклизмы. Последний обвал ледника Колка произошел в сентябре 2002 года, и с тех пор ванны были скрыты под толщей льда и камней. Но в 2005 году шедшие на Казбек альпинисты заметили струи горячей воды, вытекающие из-под земли. И вскоре ванны вновь восстановили. Итак, друзья, мы достигли самой важной точки нашего восхождения на Казбек. Когда мы ее достигнем, А, кстати, тут горячо, блин, как вы тут терпите? Нет, Ну, кстати, да, привыкаешь. Верхнекармадонские ванны еще называют радоновыми. В их воде содержится большое количество минералов и окислов железа, поэтому все вокруг окрашено в оранжево-желто-красные тона. Уходя в горы, мы обретаем чувство свободы. У нас каждый день есть цель – дойти из пункта А в пункт Б. И больше никаких списков дел, задач, намеченных встреч. Хорошо, когда нет даже обратных билетов. Это и есть свобода. Оглянитесь и не спешите. Даже если нужно спешить, чтобы занять место под палатку. Сегодня, братцы, у нас лакшери обед. Of the day. Покажи. Видели? Ну как супчик? топ. Сломался JetBoil у Руслана. Он, конечно, не взял мультитул. У меня его никогда не было. Не забывайте иголки с ниткой. Даже если вы не порвете штаны, то иголка может пригодиться. День отдыха на ваннах прошел замечательно. Но что про него рассказывать? На завтра будет значительно интересней. Подписывайтесь и не пропустите.